Давайте поговорим про сюжет. Ну, про то, что известно на данный момент. Просто для меня это очень интересная тема, как и для многих. Но не все ведь следят прямо за каждой новостью, каждой строчкой в биографии и репликой в диалогах, верно? Соберем все, что известно на данный момент, я дополню что-то своими мыслями, а через пару месяцев уже узнаем, насколько верными оказались предположения. Конечно, я еще не знаю, какая там завязка и вокруг чего будут происходить основные события. Просто соберу воедино всю инфу, что есть сейчас. Зато я точно знаю, как пополнить баланс Steam из России без лишних заморочек. Просто заходите на сайт battlepass.ru и указывайте свой логин в Steam. Никакие пароли и авторизация не нужны. Затем указывайте сумму, на которую нужно пополнить баланс, выбирайте способ оплаты от Kiwi до крипты, и уже через мгновение деньги будут на вашем счете в Steam. Также на сайте можно купить внутриигровую валюту или закинуть деньги на Blizzard, Xbox или PSN. Еще в Battle Pass есть раздел Steam Gold с уникальными услугами. Тут вы можете разблокировать себе торговую площадку, купить Dota Plus и CSGO Prime, а также приобрести такие новинки, как Baldur's Gate 3 и Starfield. Через Battle Pass пополнили уже более 500 000 аккаунтов, и в случае любых вопросов всегда на связи служба поддержки. А по моему промокоду CULT вы получите скидку 7% на первое пополнение. Ссылка и промокод будут в описании. Окей, начнем с предположения, но вполне обоснованного. Скорее всего, в новой временной линии будет существовать Анага, но не просто существовать, а править каким-то царством или регионом. Потому что есть несколько воинов в характерной броне с символом короля драконов. Почему я сказал каким-то царством? Потому что внешним миром правит королева Синдел, по крайней мере на момент начала событий. Ее муж, король Джеред, в этой временной линии тоже мертв, но не вследствие захвата Эдении, как было в оригинале, а из-за успешного покушения на его жизнь, которое не смогла предотвратить Ли Мэй. Как жрица Умгади, она подавала большие надежды и должна была защищать королевскую семью, но не справилась со своей задачей, из-за чего в итоге покинула Умгади, оставшись в одиночестве. Умгади — это новая фракция во вселенной МК. Как и сказано выше, это защитницы королевской семьи. Их выбирают среди новорожденных. Это обязательно должны быть первенцы и обязательно девочки. Покинув Умгади, Ли Мэй со временем стала первым констеблем столицы внешнего мира, города Сандо. Этот город, кстати, еще с постклассики пришел. Место стража королевской семьи заняла Таня. В оригинальной хронологии Таня была дочерью посла Эдении, но в этой временной линии она не знает своих родителей и была воспитана жрицами Умгади. Жрицы эти, кстати, клянутся не только в верности и благочестии, но и в целомудрии. Но Таня у нас нарушает последний пункт, так как имеет связь с принцессой Мелиной и опасается, что об этом узнают. Ну, я думаю, это один из сюжетных поворотов. Таня должна лишиться своего титула или что там у жриц, либо из-за того, что не защитила Мелину, либо из-за того, что кто-то узнает про их тайные отношения, ради которых Таня рискует не только положением, но и жизнью. Тем временем очевидно, что Шао и Шан Цун будут готовить переворот, чтобы свергнуть не только своего предводителя Анагу, который, напомню, пока еще не подтвержден, но и саму королеву Синдел. Либо только последнюю по приказу Анаги, хотя это менее вероятно, учитывая характеры Шао и Шана. О том, что эти двое что-то планируют, говорил Лю Кэн в диалоге с Ли Мэй в одном из слитых роликов с Комик-Кона. Скорее всего, это происходит перед тем моментом, когда в официальном трейлере Лю и Ли Мэй обращаются к Умгади. То есть Лю Кэн знает о каком-то заговоре и пытается остановить его, но почему-то не сразу в открытую, а заручившись поддержкой Умгади. Но, видимо, кто-то из злодеев понимает, что Лю Кэн в курсе, поэтому на карету, в которой ехали Лю Кэн и Ли Мэй, как раз нападают Рейко и Матаро. Причем стоит отметить, что Лю Кэн подчеркивает, это Шан Цун играет генералом Шао и пользуется его тщеславием в своих целях. При этом очевидно, что власть Лю Кэна распространяется только на земное царство, потому что Рейко говорит, что богу огня во внешнем мире не рады, а Ли Мэй отвечает, что ему не нужно разрешение генералов. Как раз в этот момент Матаро триггерится и отрывает руки, судя по всему, кому-то из сопровождения кареты. Учитывая, что он делает это после, скажем так, одобрительного взгляда Рейко, значит Матаро, скорее всего, подчиняется Рейко. Лю Кэн в этот момент прямо говорит, что он защитник Земли и не может вступать в открытую битву. Видимо, в этот момент они с Ли Мэй будут пытаться сбежать. Также из катсцены понятно, что это все глава за Ли Мэй, потому что Рейко подходит к ней с репликой, а камера берет определенный ракурс, как будто сейчас начнется поединок. Ну, как обычно бывает в МК. Тем временем в Земном Царстве тоже не все в порядке. Есть еще одна слитая катсцена, в которой Саб-Зиро, Скорпион и Смоук куда-то направляются. Часть этой сцены тоже показывали в трейлере Link Way. Тут происходит небольшой конфликт. Саб-Зиро говорит, что их ждет битва, которая принесет славу их клану, но Скорпион удивляется, ведь им не нужна слава, они выполняют долг.
Тогда Сабзиро и произносит реплику, в целом характеризующую его. Ему не нравится положение дел и то, что клан Лин Куэй, включая покойного отца, слепо подчинялся Лю Кену. Сабзиро хочет разделять и властвовать, а не служить. Смоук напоминает, что цель клана изначально служить, но Сабзиро отвечает, что это в прошлом. Судя по всему, воины направляются к месту то ли хранения какого-то артефакта, то ли чего-то могущественного, и, видимо, там на них нападут воины Анаги, вот эти полумертвые солдаты из трейлера. Но интереснее то, что когда они взбираются на стену, точнее Скорп и Саб взбираются, а Смоук просто летит на расслабоне, сверху на них надвигается какая-то опасность. Вероятнее всего, это не Тара, потому что слышен какой-то визг и звук, как будто эффект полета. Не знаю, как объяснить, но думаю, вы и так понимаете. Почему не Тара? Потому что именно она фигурировала в одном из сливов, который пока только подтверждается. Но что там во внешнем мире? Известно, что Барака в прошлом был уважаемым торговцем, и скорее всего мы даже увидим момент его трансформации из внешнемирца в Таркатана. Собственно, он был заражен этой таркатанской чумой, которая деформирует и уродует тела. Всех зараженных изгоняли в специальные колонии, куда попал и Барака. Он увидел, какой там царит хаос, и смог возглавить зараженных, объединить их. А его главная цель – просто сделать жизнь таркатанцев лучше. Напомню, что в оригинале таркатаны тоже были созданы как бы искусственно, путем скрещивания внешнемирцев и демонов. В этой временной линии внешнемирцев уродуют какой-то вирус, и смею предположить, что виновен в этом Шан Цун. Я думаю, таркатанская чума появится не из ниоткуда, а скорее всего будет создана колдуном, как инструмент захвата власти во внешнем мире. То есть с помощью вируса злодеи попытаются либо ослабить царство и королевскую семью, либо создадут свою собственную армию яростных воинов. Возможно, одно станет следствием другого. Мелина, как мы знаем, тоже заражена, но так как она наследница трона Синдел, то ее болезнь пытаются скрыть. Окружение и без того считает, что на роль королевы лучше бы подошла Китана, а тут еще вирус коснулся старшей сестры. А учитывая, что Китана и Мелина внешне почти идентичны, не считая шрама на лице последней, то и сам факт престола наследия можно не нарушать, а просто выдать Китану за Мелину при необходимости. Чем вам не конфликт? Похожая история была и в оригинальной хронологии, только там Мелина прикидывалась Китаной, скрывая свою пасть под маской. Но из трейлеров мы понимаем то, что герои будут искать способ остановить чуму, и скорее всего найдут его, но слишком поздно, когда колония зараженных будет полна, а сама Мелина получит непоправимый урон, изуродуется ее лицо и изменится сознание. Уже слышал мнение, что ее вот эта новая пасть как результат, допустим, несвоевременного лечения, именно поэтому она так выглядит. Условное лекарство нашли слишком поздно. Она не превратилась в Таркатана полностью, но частично, в том числе и морально навсегда пострадала от вируса. Теперь мы понимаем, что Лю Кен изо всех сил следит за тем, что происходит в мирах, и старается защитить земное царство, но он не может влиять напрямую. Мелина все равно будет изуродована, Кенши все равно, судя по всему, ослепнет. Сабзиро и Скорпион снова будут противостоять друг другу. Китана опять станет наследницей, Джерард умрет, Шао будет претендовать на звание императора и так далее, и так далее. То есть ключевая идея в том, что в этой временной линии все идет другими путями, но к тем же событиям. Как будто во вселенной МК появился какой-то титан судьбы, который сидит и хихикает за кулисами. И в целом это логично, но это я не про титана судьбы, конечно. Ведь даже Кроника множество раз пыталась изменить временную линию так, как надо ей. И хотя в деталях что-то отличалось, но всегда результат был плюс-минус одинаковым. Ну, для примера, в одной временной линии не Смоук стал киборгом, а Саб, но как итог все равно старый Лин Куэй был уничтожен. Но тоже учитывайте, что я сейчас просто додумываю что-то. На самом деле сюжет просто дрявый, и сценаристы работают по накатанной. Еще стало известно, Скорпион это все-таки Куай Лиэн, младший брат Бихана. Тот же персонаж, который прежде был Сабзиро со шрамом. Я в общем так и думал. Но что насчет каноничного конкурирующего клана в этой временной линии, то есть Ширай Рю? Скорее всего он будет существовать, по крайней мере будет упомянут благодаря DLC персонажу Такеда. Зетини, довольно известный сливатель всего, что касается МК, недавно заявил, что Такеда из DLC это именно Такеда Такахаши, сын Кенши. Если вы думаете, а в чем вопрос, то скажу так. Буквально пару дней назад были убедительные предположения, что авторы взяли Такеду из лора МК, то есть основателя клана Ширай Рю, некогда сбежавшего из Лин Куэй. Соединили его с Такедой Такахаши из 10-й части в плане дизайна и геймплея, но предполагалось, что именем персонажа будет Ханзо Хасаши, ранее известный нам как Скорпион. Таким образом, получилось бы вернуть Ханзо и клан Ширай Рю, еще и подвязать это с историей становления клана, почти как в оригинале, но в новой временной линии. А также предполагалось, что Такеда это не имя, а что-то вроде позывного для Ханзо Хасаши в новом таймлайне. Основой таких мыслей стал символ Скорпиона на повязке Такеды из трейлера. Но, судя по всему, дела обстоят куда более прозаично.
Такеда из трейлера — это сын Кенши, и скорее всего он добавлен просто как фан-сервис, то есть не будет принимать участие в сюжете. На данный момент это все, что я хотел бы рассказать касательно сюжета, но что-то мне подсказывает, что к моменту выхода этого ролика информации появится куда больше, потому что сейчас это происходит ежедневно. Я не стал строить громких предположений и теорий, я решил основываться на той информации, которая нам известна. Продолжим следить, как что появится, в первую очередь поделюсь в телеге, а пока не прощаюсь.